Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Двойная Порция. И сегодня у нас рецепт из культового сериала «Игра в кальмара». Сахарные соты, иголка и игра на выживание. Погнали! И все, что нам потребуется для изготовления сахарных сот из сериала «Игра в кальмара», это обычный сахар. Возьмем 8 столовых ложек с горкой. И постепенно помешивая, будем растапливать сахар до состояния карамели. Вот, первые признаки карамели мы уже с вами наблюдаем. Видите, сахар начал немножко подплавливаться. Все, теперь активно мешаем. И убавляем огонь на средний, дабы наш сахар не пригорел. И постоянно перемешиваем. Ну вот, наша карамель уже практически расплавилась. Остались небольшие комочки. Ну а и они должны полностью раствориться. Не даем сильного огня, дабы не пригорела наша карамель, иначе будет очень горький и терпкий вкус. Все, смотрите, наш сахар полностью растворился. Смотрите, вот такой вот он жиденький стал. Все. Теперь открываем соду. И добавляем на кончики чайной ложки соды. Все, и хорошенько все перемешиваем. На слабом огне. Все, до получения вот такой вот однородной пены. Все, пена готова. Переходим сразу на нашу фольгу. Все, укладываем наш пресс на наши конфеты. Вот так. И сверху ставим форму. Следом то же самое делаем с другими. Ну вот, дорогие друзья, посмотрите, что у нас получилось. Мы, конечно, не мастера такой кулинарии, но с первого раза, я думаю, вполне достойный результат. Вот эти плюшки просто получились вот такие плоские. А вот на этих мы с вами будем тестировать игру кальмара в действии. Посмотрите, у нас 5 вот таких разных претендентов. Вот этот самый красивый и самый похожий на сериал «Игру кальмара». Но мы с вами сделаем вырезку, допустим, вот этой звездочки. Мне кажется, она одна из самых сложных, не считая вот этого человечка. Его я вырезать, наверное, точно не смогу. Ну и давайте попробуем, как там ребята из сериала страдали, вырезая данные штуки. У них было, по-моему, 10 минут для того, чтобы аккуратно вырезать, не повредив ничего. Смотрите. Просто все, я выбыл из игры. Одно неверное движение, они так легко ломаются, это просто обалдеть. Ну вот, дорогие друзья, как вы видели, на первой же формочке я уже выбыл из игры и проиграл. А представляете, в условиях стресса, глубочайшего испуга вырезать данные формочки иголкой, когда к тебе представлено дуло пистолета. Давайте попробуем сделать круглую форму. Вот она, кругленькая форма. У наших игроков было около 10 минут. Давайте попробуем поковырять. Они там ковыряли. Сначала я выберу тактику такую, что я процарапаю по всему кругу. Игроки, кстати, также еще облизывали иглу. Не знаю, чем это не помогало. В моем случае вообще что-то не помогает. Опа. Аккуратно. Аккуратно. Уже прям стучится ко мне с косой. Здесь одно самое главное правило — это не торопиться. Но как не торопиться, когда у тебя ограниченное время, допустим, как в сериале.
Просто вот так прокалывать, мы уже поняли, что это, в принципе, ни к чему не приводит, только к поражению. Опа. Она очень липкая, липнет к рукам, к иголке. Просто невозможно. Вот здесь вот самое толстое место получилось, но его надо как-то нам расковырять. Опа, дорогие друзья. Смотрите. Откололась еще одна часть ровненькая. Оп-оп-оп-оп. Опа. Теперь вот самый. Оп. Ну вот, дорогие друзья, вторую игру из сериала «Игра в кальмаров» я прошел со второго раза. Чуть не разбил, почти лишился жизни. Вот такая вот интересная игра. Всем советую посмотреть этот сериал. Ну а мы еще дальше попробуем потренироваться, пооблизывать и вкусно покушать их с чаем. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. И увидимся в следующих выпусках, где мы протестируем еще что-то интересное. Посмотрим какой-то лайфхак из сериалов, или еще что-то подобное. Пока!